Всем привет-привет! Многие меня просили связать классический кардиган. Вот он таким получился. Вязала я его спицами. И для вязания использовала также самые классические узоры. Это платочная вязка. И планку я вязала в форме косы. Планка и сам кардиган цельно вязаные. Сама коса, она лежит как воротник-шалька. То есть она сшивается именно по спинке. И сзади у меня шов трикотажный по косе. Кардиган вяжется очень просто. У него самая простая Т-образная выкройка. Вяжется он снизу, без боковых швов, то есть перед и спинка это цельновязанное полотно. Мы все вяжем до пройм. Затем разделяем кардиган на две полочки и на спинку. Пройма сама идет без убавлений. И затем выполняем плечевой шов. Дальше по краю проймы набираем петли для рукавов и вяжем рукав также без убавлений. Он единой ширины. Я его вязала длинным. То есть можно носить разогнув рукав. Но мне больше нравится вот с таким широким отворотом носить рукав. Еще данный кардиган имеет V-образный вырез. Вот смотрите, если я соединяю полочки вместе, видите, у меня вот здесь вот имеется открытое место. Мне так нравится, очень красиво смотрится. Вот такой V-образный вырез тоже я делала очень просто. Довязала кардиган до линии талии и затем выполняла убавления между основным узором и косой. И эти убавления абсолютно незаметны. Кстати, я уже вязала подобный классический кардиган, только, конечно, без V-образного выреза, без косы. Он еще проще вяжется. Вот у вас сейчас ссылочка в верхнем правом углу экрана, можете перейти посмотреть. Так что даже если вы начинающий мастер, не бойтесь браться за такой кардиган, он у вас обязательно получится. Косы вяжутся максимально просто, это просто они выглядят каким-то сложным элементом, на самом деле все максимально просто. Кардиган получился очень-очень теплым. Вязала я его из пряжи Картопу, козий вул, 110 метров на 100 грамм. То есть пряжа толстая, кардиган вяжется мгновенно, полотно растет вот просто на глазах. И еще в этом мастер-классе я вам расскажу, как красиво набрать петли для платочного узора, чтобы низ лежал ровно, чтобы он не фалдил и не лежал волнами. Посмотрите, видите, какой красивый получается подол. И также мы закроем петли на рукавах, потому что рукав вяжется сверху вниз, тоже очень красиво. Я потом вам поближе покажу. Это такой фабричный набор, он очень аккуратно смотрится. Все вам расскажу, покажу. Давайте приступим. Посмотрите, как выглядит наборный ряд у кардигана. Аккуратно очень. Сам основной узор платочный и косу я разделяла петлей изнаночной глади. Вот по изнанке хорошо видно вот эта вот лицевая дорожка. Благодаря ей граница между узорами более четкая. Вот край рукава. Здесь я закрывала петли, потому что рукав я вязала сверху вниз. Тоже с формированием точно такого же аккуратного канта. Как я уже сказала, коса у меня вяжется и по спинке. Вот здесь вот на спинке она сшивается. Она подвязывается к петлям спинки по типу носочной пятки. Вот тут видно тоже идет лицевая косичка. Я просто вязала 2 петли вместе. Кстати, сзади по спинке имеется округлый вырез. Он выполняется при помощи укороченных рядов. Итак, начинаем мы вязание кардигана со снятия мерок и с определения плотности вязания. У меня плотность вязания для платочного узора это в 1 сантиметре 1 петля. И дальше я снимаю мерку обхват бедер. У меня 94 сантиметра, добавляю 10 для свободы облегания. Всего 104 сантиметра. И эти 104 сантиметра у меня составляют обе полочки и спинка. Ширина косы в эти 104 сантиметра не входит. Коса у меня примерно
7 сантиметров составляет. Дальше берем обхват плеча. То есть это обхват руки в области подмышки, у меня 24 сантиметра. И исходя из обхвата плеча, я вычисляла высоту проймы, добавляла 8 сантиметров для свободы облегания. Сначала обхват плеча разделила на 2. Получила, что высота проймы у меня 20 сантиметров. Учитывайте, что платочный узор достаточно растяжимый, и под весом кардигана он очень хорошо растягивается. Поэтому все измерения проводите, растягивая платочный узор. И вот высоту проймы рассчитывая тоже, платочный узор нужно растягивать. Иначе будут слишком широкие проймы. Посмотрите, как я уже говорила, до линии талии я вязала ровным полотном. После линии талии начала формировать убавление между платочным узором и косой, чтобы образовался V-образный вырез и чтобы кардиган анатомически более удобно сидел вокруг шеи. Дальше мы переходим к набору петель. Посмотрите, как я рассчитываю количество петель. Это обхват бедер плюс коса левой полочки, плюс коса правой полочки, плюс 2 кромочные и плюс петли изнаночной глади. То есть это вот эта вот петля, как я уже вам сказала, которая разделяет саму косу и платочный узор. Изнаночная дорожка, то есть она с одной стороны и с другой стороны, всего 2 петли. Посмотрите, так как у нас в 1 сантиметре 1 петля, то обхват бедер у меня равен 104 сантиметра, значит это и будет 104 петли. Я брала 104 петли плюс петли косы. Еще посмотрите, коса, вот схемы косы, сама коса занимает 18 петель, но при наборе я набираю в 2 раза меньше. Для чего это надо? Потому что коса, она очень сильно стягивает полотно. И если вы вот сюда вот наберете также 18 петель, то у вас просто вот этот край вот так вот будет загнут некрасиво. Поэтому здесь нужно набирать петель в 2 раза меньше. А затем, когда мы перейдем к вязанию косы, мы эти петли добавим. Поэтому к 104 петлям я добавляю половину петель одной косы и половину петель второй косы. И затем также идут у меня 2 кромочные и 2 петли изнаночной глади. Всего я набираю 126 петель. Это у меня схемы кос. Посмотрите, я схему косы отдельно выложила для левой полочки и для правой полочки. Они в зеркальном отражении находятся, для того, чтобы косы были симметричные. Ссылочку на этот лист с расчетами я оставлю в описании под видео. Давайте сейчас будем приступать к вязанию. Как я уже сказала, кардиган будем вязать снизу и набираем 126 петель. Начинаем с того, что на бросовую нить набираем столько воздушных петель, сколько нам нужно набрать для начала вязания кардигана. Я уже набрала цепочку. Всего у меня 126 петель. И сейчас посмотрите, я разворачиваю цепочку как бы изнаночной стороной к себе, ввожу спицу вот под протяжку и протаскиваю туда рабочую нить. Получилась первая петля. И таким образом набираем, подхватывая протяжку на воздушной цепочке. Я набрала уже все петли, и теперь мы провяжем просто 4 ряда лицевой гладью. Кромочную я снимаю. Я провязала 4 ряда лицевой глади. Посмотрите, я маркером отметила там, где у меня будут петли косы. То есть это 1 кромочная и 9 петель косы. И точно так же со второго края. Теперь мы берем спицы 7 миллиметров и будем наше вязание вот таким образом сворачивать вдвое. Посмотрите, на воздушной цепочке имеются вот такие вот протяжки.
Мы сейчас их будем подхватывать. Смотрите как. Я подхватываю протяжку, самую первую, и надеваю ее на левую спицу. Так, сейчас рабочую нить отодвинем. И посмотрите, я вот в протяжку ввела правую спицу и вот так вот через нее вытянула кромочную петлю. Беру следующую протяжку. Также я накидываю на левую спицу. Рабочую нить кладу перед работой. Ввожу правую спицу в протяжку. Накидываю ее на петлю. И петлю, вытянув из-под протяжки, провязываю изнаночной. И смотрите, и петлю, и протяжку скидываю с левой спицы. Опять следующую протяжку накидываю на левую спицу. Затем надеваю ее на петлю. И саму петлю провязываю изнаночной. Таким образом мы провязываем все петли косы. Я провязала все петли косы. Переснимаю маркер. И дальше мы вяжем в принципе точно так же, только провязываем петлю не изнаночной, а лицевой. Протяжку подхватываю, надеваю на спицу. Накидываю также на петлю и петлю провязываю лицевой. И также и петлю, и протяжку скидываем с левой спицы. Следующую протяжку беру, надеваю, накидываю на следующую петлю, а эту петлю провязываю лицевой. И протяжку и петлю скидываю со спицы. На петлях получаются вот такие вот как бы перетяжки. Таким образом мы выполняем весь ряд. Не забываем, что петли косы вяжем изнаночные, петли основного полотна лицевыми. Я выполнила весь ряд до конца. Теперь мы нашу бросовую нить, воздушную цепочку будем распускать. Я убрала уже воздушную цепочку. Посмотрите, петли косы я отделила маркером. То есть вот у меня получается кромочная и 9 петель на косу. То есть петель в 2 раза меньше, как я и говорила. Посмотрите, вот как выглядит. Это по лицевой стороне. И вот так по изнаночной. Теперь приступим к вязанию первого ряда. И сейчас мы будем удваивать петли косы. Кромочную я снимаю. И теперь перед каждой петлей будем вязать прибавление. Посмотрите, вот я спускаюсь к петле на ряд ниже, подхватываю ее и выполняю лицевую. Затем вяжу петлю со спицы лицевой. Опять спустившись на ряд ниже, петлю провязываем. И потом петлю со спицы лицевой. Так выполняем все петли косы. Я провязала все петли косы, перед каждой петлей сделала прибавление. В итоге у меня получилось сейчас 18 петель косы и здесь одна кромочная. Маркер переодеваем. Теперь еще мы провяжем одну петлю изнаночной гладью, и эта петля у нас будет разделять косу и платочный узор. То есть выполняем одну изнаночную,
И дальше вяжем сам кардиган просто лицевыми петельками, платочным узором до второй косы. Я дошла уже до петель второй косы. Перед косой опять же вяжу одну петлю изнаночной глади. И точно так же начинаю добавлять петли для косы, то есть спускаясь на ряд ниже, сначала выполняю прибавление, потом петлю со спицы. Я уже довязала ряд до конца, разворачиваю вязание и изнаночный ряд выполняю, соблюдая наши узоры. То есть платочный узор идет у нас лицевыми петельками. Наша коса, она вяжется лицевой гладью, но ее в изнаночном ряду выполняем изнаночными петлями. И еще петля, которая у нас разделяет косу и платочный узор, ее мы вяжем изнаночной гладью, а в изнаночных ряду лицевой петлей. Я выполнила второй ряд. Начиная с третьего ряда будем выполнять перекрещивание косы. Кромочную снимаем, вяжем 6 лицевых. Следующие 6 лицевых петель снимаем на дополнительную спицу. И отправляем за работу. Вяжем 6 лицевых. Затем берем нашу дополнительную спицу и петли с дополнительной спицы также провязываем лицевыми. Перекрещивание косы готово. Дальше вяжем одну петлю изнаночной глади между нашими узорами и вяжем платочным узором до второй косы. Я уже практически довязала до второй косы. Петлю изнаночной глади выполняем. И здесь будем перекрещивание выполнять в зеркальном отражении. Для этого мы 6 первых петель косы снимаем на дополнительную спицу. И оставляем их перед работой. Вяжем 6 лицевых. Затем петли с дополнительной спицы вяжем также лицевыми. И до конца ряда осталось 6 лицевых. И кромочная петля. Дальше мы разворачиваем вязание и 7 рядов выполняем по узору. Я провязала 7 рядов по узору. Сейчас буду вновь выполнять перекрещивание косы. Кромочную снимаем, берем дополнительную спицу и 6 петель откладываем на дополнительную спицу. Оставляем их перед работой. Дальше вяжем 6 лицевых. Теперь вяжем 6 петель с дополнительной спицы, тоже лицевыми. Довязываем до конца косы 6 лицевых. И дальше переходим к вязанию основного полотна. Вяжем одну изнаночную
И дальше платочным узором до следующей косы. Я уже довязала до второй косы, выполняю изнаночную перед косой, переснимаю маркер, вяжу 6 лицевых, берем дополнительную спицу, снимаю на нее 6 петель и отправляю за работу. Вяжем 6 лицевых. Затем петли с дополнительной спицы провязываем также лицевыми. И осталась кромочная петля. Разворачиваем вязание и дальше вяжем 5 рядов, соблюдая наши узоры. Я уже провязала еще 5 рядов. Вот такая вот получилась коса. Дальше мы вяжем нашу косу, постоянно повторяя с 1 по 16 ряды. И теперь мы будем вязать наш кардиган до линии талии. Основное тело кардигана вяжем платочным узором. Не забываем про петлю изнаночной глади между узорами. И не забываем чередовать ряды косы. Я уже провязала до линии талии. И теперь мы будем формировать убавление возле косы, для того, чтобы немножко сузить наши полочки и получить красивый V-образный вырез. Посмотрите, у меня сейчас как раз ряд, в котором необходимо выполнять перекрещивание косы. Мы сейчас выполняем перекрещивание косы, а затем я покажу, как выполнять убавление. Я выполнила перекрещивание косы. Переодеваю наш маркер. Вот здесь у меня петля изнаночной глади. И я вяжу эту петлю и следующую петлю платочного узора 2 вместе изнаночной. И дальше уже продолжаю вязать по узору. С противоположной стороны нашего кардигана возле косы также будем вязать изнаночную петлю вместе с платочным узором. Сейчас я вяжу до следующей косы. Довязала я до второй косы. Вот у меня петля изнаночной глади, вот петля платочного узора. И я их также провязываю 2 вместе. И дальше уже перехожу к петлям косы. И таким образом мы будем выполнять убавление в тех же рядах, когда выполняем перекрещивание косы. То есть через каждые 7 рядов убавляем одну петлю с одной стороны и вторую петлю со второй стороны кардигана. Вяжем таким образом мы до начала вывязывания пройм. Я провязала в длину, если платочный узор измеряем в нерастянутом виде, 52 сантиметра. И дошла до линии проймы. Всего сейчас у меня на спицах между косами, то есть если мы убираем петли кос, осталось 94 петли. И убавление я выполнила 6 раз. Вот с этого места я начала выполнять убавление, и всего 6 убавлений получилось. Дальше мы будем делить наше полотно на полочки и спинку. Посмотрите, для этого я все петли разделила пополам. Вот я повешала желтый маркер. Затем мы берем изначальное число петель, сколько у нас было при наборе между косами. У меня 106 петель. Петли, которые идет у нас изнаночная гладь, тоже сюда считаем. То есть вычитаем только петли кос и кромочные. Это количество петель я разделила на 4 части. Получилось у меня 26,5 петель. Я округляю до целого, беру 27. И от центра нашего вязаного полотна я отложила в одну сторону 27 петель. И во вторую сторону также 27 петель. И вот это вот у меня получилась спинка. То есть всего 54 петли. И 20 петель. То есть петли кос я не считаю. Вот у нас как маркеры висят, отделяют наши косы.
И на одну полочку у меня 20 петель. И на вторую полочку 20 петель. Теперь мы будем вязать наше полотно по раздельности. То есть сейчас я буду вязать полочку. И вяжу до спинки сейчас все петли полочки. Я провязала все петли полочки. Она состоит из косы и 20 петель. Дошла до маркера. Все, теперь я разворачиваю вязание и вяжу петли только одной полочки. Также не забываем выполнять перекрестие косы и также продолжаем выполнять убавление. Когда делаем перекрещивание косы, в этом же ряду выполняем убавление, как мы и делали. И теперь вяжем нашу полочку еще на высоту проймы. Я провязала уже полочку на высоту проймы. При растяжении она составляет 20 сантиметров, потому что при носке платочный узор будет вытягиваться, и поэтому это учитывайте при измерении высоты проймы. Посмотрите, помимо косы у меня осталось 16 петель. В точности также я связала и вторую полочку. И теперь у меня осталась спинка. Я сейчас ее вяжу, но не до конца, потому что мы будем формировать вырез горловины. Примерно 4 сантиметра не довяжу до конца и начну формировать горловину. Спинку мы вяжем просто платочным узором. Я уже выполнила спинку на необходимую высоту. Если у меня полочка 30 рядов, то спинку я провязала на 22 ряда. Посмотрите, я на спинке уже повешала маркеры. Это маркеры, которые обозначают плечевой шов. Как я их рассчитала? Посмотрите, полочки у нас уже готовы. Я посчитала на полочке петли платочного узора плюс 1 кромочная. У меня это всего 15 петель. И поэтому вот здесь на спинке я откладываю тоже 15 петель с одной стороны и с другой стороны. Дальше мы будем формировать вырез горловины. Формировать его будем укороченными рядами. До конца мне нужно связать еще 8 рядов. Поэтому я 8 делю пополам и получаю, что у меня будет по 4 укороченных ряда с каждой стороны. Так как у нас 4 укороченных ряда, то с каждой стороны мы должны повесить и по 4 маркера. Вот один у меня уже маркер есть, и я вешаю еще 3 маркера через 2 петельки, чтобы сформировать плавный вырез горловины. Вот с одной стороны у меня получается 4 маркера для формирования выреза. И со второй стороны я точно так же от плеча через 2 петельки повешиваю маркеры для удобства вязания. И вот эти вот петли останутся у нас для формирования выреза. То есть здесь будет ровно и потом пойдет плавный подъем к плечам. Сейчас я буду вязать вот эту часть нашего выреза и вяжу вот до этого, до самого последнего красного маркера. Посмотрите, я довязала ряд до 3-го красного маркера. Маркер убираю. Нить у меня за работой. Я снимаю следующую петлю. Потом нить провожу перед работой. У меня петля как бы получается обмотана рабочей нитью. И надеваю петлю назад. Теперь разворачиваем вязание. И вяжем ряд в обратном направлении до самого конца. Я довязала ряд до конца. И теперь мы в точности также вяжем до этого красного маркера. И затем будем разворачивать вязание. И таким образом мы будем формировать укороченные ряды. Последний ряд мы развернем возле фиолетового маркера. Посмотрите, я уже сформировала вот этот вырез горловины с одной стороны спинки. Вот как получилось. Теперь мы будем формировать вырез со второй стороны спинки. Мне нужно сейчас дойти вот до этого зеленого маркера. Я просто сейчас вот эти вот все петли пересниму на другую спицу и буду подсоединять новую рабочую нить.
Идем вот до этого зеленого маркера. Я пересняла все петли до первого зеленого маркера. Маркер убираю. И точно так же буду формировать короткие ряды. Начинаю выполнять ряд сейчас до конца. Затем буду возвращаться возле этого зеленого маркера, делать разворот. Потом опять до конца. Возвращаемся до этого зеленого маркера. И в принципе точно так же формируем укороченные ряды, разворачивая возле каждого маркера. Я сформировала вырез горловины со второй стороны спинки. Теперь мы будем выполнять плечевой шов. Петли у нас открытые. И сшивать мы будем только, вот я держу полочку, только петли платочного узора. То есть коса и дорожка изнаночной глади из одной петли у нас в шве участвовать не будут. У меня, как я уже сказала, это 15 петель. То есть сейчас на 15 петлях я выполняю шов. Его можно делать трикотажным швом петля в петлю или очень интересным способом, вообще без иглы, без крючка, даже без рабочей нити. У вас сейчас в верхнем правом углу экрана всплыла ссылочка. Переходите и посмотрите, там подробно показано. Я выполнила плечевой шов этим методом, без иголок, без нитки. Посмотрите, он абсолютно незаметен. Теперь мы будем вязать, продолжать нашу косу, формируя такую же косу по вырезу спинки. Она будет подсоединяться к спинке по типу носочной пятки. Посмотрите, вот сейчас мы надеваем петли косы на спицы. У меня идет изнаночный ряд. И я сейчас провязываю петли косы, а вот эту вот последнюю петлю, которая у меня разделяла платочный узор и косу, я ее буду провязывать 2 вместе с петлей спинки. То есть сейчас я вяжу петли только косы. Посмотрите, я провязала петли косы. У меня осталась последняя вот эта петля, лицевая дорожка. И я ее вяжу вместе с петлей спинки. То есть посмотрите, вот там у меня на спицах петли спинки. Я беру петлю, которую составляет у нас лицевую дорожку, которая составляет у нас границу между косой и платочным узором. Ее подхватила и первую петлю спинки. И провязываю их 2 вместе. И спускаю петлю спинки. Дальше разворачиваю вязание и вяжу уже по лицевой стороне. Первую петлю снимаю и выполняю петли косы. И то есть таким образом в каждом изнаночном ряду мы будем провязывать 2 петли вместе. То есть одна петля у нас как бы от косы, это петля граница между косой и платочным узором, а вторая петля это петля спинки. Вяжем таким образом косу до центра спинки. Я уже довязала косу до центра спинки. Посмотрите, как выглядит стыковка. Она незаметная, то есть такая же, как пятка в носке. Теперь я отложила петли этой косы. Посмотрите, рабочая нить у меня не возле спинки, а это со стороны косы. Теперь мы берем вторую косу и тоже будем вязать до центра спинки, а потом их сошьем. Я надела петли косы на спицу. Берем рабочую нить. Подсоединять рабочую нить будем у спинки. И посмотрите, мне нужно будет сразу же вот эту вот изнаночную петлю, которая рядом с косой. Я вот так ее помещаю к петлям спинки. И сейчас их 2 вместе буду провязывать. С той стороны мы провязывали 2 вместе лицевой, потому что мы вязали соединение по изнаночной стороне кардигана. Здесь мы будем подсоединять по лицевой стороне кардигана. И поэтому эти 2 петли будем вязать 2 вместе изнаночной. И сразу же их провязываем. Все, наша рабочая нить подсоединена.
Сейчас разворачиваем вязание, довязываем до края косы, возвращаемся сюда и вновь соединяем последнюю петлю косы и петлю спинки, провязав их 2 вместе изнаночной. Посмотрите, я довязала уже и вторую косу до центра спинки. Вот я уже обрезала рабочую нить. И теперь мы будем 2 части косы сшивать трикотажным швом петля в петлю при помощи иглы. Как выполняется такой шов? На моем канале уже есть видео. Ссылка у вас сейчас в верхнем правом углу экрана. Перейдите, посмотрите. Или можете сшить любым другим швом, который вам кажется более удобным. То есть берем иголку и вот этим вот остатком рабочей нити начинаем сшивать косу. Я соединила части косы трикотажным швом. Вот так получилось. Теперь мы приступаем к вязанию рукавов. Нашу пройму берем, держим изнаночной стороной к себе кардиган. И сейчас в каждую кромочную петельку проймы мы провяжем соединительные столбики по изнаночной стороне кардигана. Ввожу крючок под кромочную петлю и выполняю соединительные столбики. Я вязала всю пройму соединительными столбиками. Вот так все выглядит по лицевой стороне. И по изнаночной у нас появилась косичка. Надеваю последнюю петлю на спицу. И теперь буду производить набор петель. Подхватывать буду каждую кромочную петлю. Ввожу под нее спицу и вытягиваю петельку. По изнаночной стороне получается такая двойная косичка. Я выполнила набор петель. Всего у меня получилось 32 петли набрать. И дальше мы вяжем по кругу рукав на необходимую длину. Помним, что по кругу платочный узор вяжется как ряд лицевой, ряд изнаночный. И начинаем мы обязательно с изнаночного ряда. Я уже выполнила рукав на необходимую длину. Он получился у меня 43 сантиметра. В месте стыка рядов, то есть там, где начало ряда, в области подмышки, платочный узор образует такой шов. Сейчас мы будем закрывать петли рукава. Последний ряд я провязала именно изнаночными петельками. Теперь беру спицы меньшего размера. Я взяла 6 мм и провязываю ими ряд лицевыми. Я выполнила лицевой ряд. Теперь буду формировать петли для закрывания. Закрывать мы будем с полой резинкой петли. Для этого мне нужно будет удвоить все петли. Посмотрите, как я буду провязывать. Вот лицевая петля из низлежащего ряда. Я ее подхватываю вот так вот сзади и провязываю изнаночной. А петлю, которая у меня на спице, снимаю не провязанной нить перед работой. Опять же лицевая вот из низлежащего ряда. Я ее подхватываю, провязываю изнаночной. Следующую петлю снимаем. Так весь ряд до конца. Если кому-то плохо видно на темной пряже, то перейдите по ссылке в верхнем правом углу экрана. Там этот метод разобран на более светлой пряже. Я уже провязала ряд до конца. Количество петель удвоилось. И дальше посмотрите ту петлю, которую мы в прошлом ряду провязывали изнаночной. Мы ее снимаем. Нить перед работой. А снятую петлю провязываем лицевой. Я закончила второй ряд полой резинки. И дальше мы все петельки просто закрываем иглой, как для обычной резинки 1 на 1,
Как выполняется закрытие петель иглой, на моем канале уже есть видео. Ссылка у вас сейчас в верхнем правом углу экрана. Я уже закрыла резинку иголкой. Посмотрите, как красиво и аккуратно выглядит край рукава. Теперь мы в точности также выполняем и второй рукав. Я выполнила уже оба рукава. На этом кардиган готов. Если вам понравился такой кардиган, то не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До скорых встреч. Всем пока-пока.